Главные новости сегодняшнего дня. Певицу Лолиту освистали на музыкальном концерте в городе Владимире. В связи с этим Лолите Милявской пришлось закончить свое музыкальное выступление раньше времени. Помимо этого, концерты Лолиты отменяются и в других городах Российской Федерации, такие как Уфа, Калининград, Липецк, Мурманск, Набережные Челны и многие другие. Все это связано с невостребованностью творчества артистки и высокими ценами на билеты. Следственный комитет Российской Федерации и сотрудники команды Никиты Михалкова арестовали и конфисковали крупную недвижимость врача-терапевта и известной телеведущей Елены Васильевны Малышевой на территории России, ближнего и дальнего зарубежья. Всего было арестовано и конфисковано 84 квартиры пентхауса, 14 вилл на территории стран Кыргызстана, Грузии, Армении, Турции, Греции, Италии и Испании, а также шикарный дворец-замок Елены Малышевой в городе Сочи. Общий ущерб от арестованного имущества составил $1,5 миллиона. По словам главы комитета Никиты Сергеевича Михалкова и министра обороны Андрея Ремовича Белоусова, данные денежные суммы пойдут на улучшение социального уровня жизни россиян и увеличение выплат участникам спецопераций и их семьям. Помимо этого, по словам руководства комитета, в многочисленных квартирах Елены Малышевой в скором времени будут проживать жертвы чрезвычайной ситуации в Курской области. Сегодня утром в Госдуме по предложению антикоррупционного комитета во втором чтении наконец-то был принят важный закон об уменьшении финансовых доходов артистов российского шоу-бизнеса. Отныне все артисты, актеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса, выступающие на территории Российской Федерации, должны будут отчислять 35% своего финансового дохода в фонд социальной поддержки, который направлен на улучшение жизни малоимущих многодетных семей, семей участников спецоперации, пенсионеров и других категорий российских граждан. Никита Сергеевич Михалков назвал данное событие одной из самых важных побед над коррупцией комитета за текущий год. Певец Ярослав Дронов, больше известный под именем Шаман, стал завидным холостяком. Известный артист расстался со своей супругой после 7-летнего брака. По словам певца Шамана, причиной расставания стала творческая деятельность и напряженный график гастролей, что в итоге негативно сказался на личных отношениях супругов. Сегодня утром в Болгарии, в городе Варне, простились с двоюродным братом известного певца Филиппа Киркорова Благоем Киркоровым, который трагически погиб 3 дня назад при чрезвычайной ситуации в одной из центральных гостиниц города Москвы. У брата Филиппа Киркорова возник серьезный конфликт с известным российским юмористом Евгением Петросяном, в результате которого Благой Киркоров получил ножевое ранение в область сердца. Спасти артиста не удалось. Отметим, что причиной трагедии стала сцена ревности, которую Евгений Петросян застал в московской гостинице. У брата Филиппа Киркорова были романтические отношения с супругой Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой, и Евгений Ваганович, застав сцену измены, не смог сдержать эмоции. Семья Филиппа Бедросовича Киркорова хочет дать шокирующему событию публичную огласку. По данным прессы, Филипп Киркоров и его родные требуют семьи Евгения Петросяна возмещения морального и материального ущерба на сумму 500 миллионов рублей. Очень тяжелая ситуация и у самого Евгения Вагановича Петросяна. После чрезвычайной ситуации на почве нервного срыва он попал в больницу, а сегодня утром после выписки его направили в камеру временного содержания следственного изолятора города Москвы. По словам прессы, Евгений Ваганович Петросян очень болезненно относится к чрезвычайному положению. Он до сих пор не может осознать
трагической ситуации, находится в подавленном и депрессивном состоянии. К тому же 79-летнему артисту очень непросто находиться в камере временного задержания. Дальнейшая судьба Евгения Вагановича во многом зависит от показаний его супруги Татьяны Брухуновой, которая стала главным виновником трагической ситуации. Остается небольшая надежда, что преступление Евгения Петросяна могут признать как преступлением, совершенным в состоянии аффекта. Супруга известного советского и российского актера Дмитрия Певцова, актриса Ольга Дроздова, во время репетиции в театре получила тяжелую травму позвоночника. По словам лечащих врачей, до сих пор остается угроза, что произошел перелом. Отметим, что Дмитрий Певцов ранее был членом антикоррупционного комитета, однако 3 месяца назад был исключен из состава организации по идеологическим соображениям. В Санкт-Петербурге погибла младшая дочь известного российского певца Стаса Михайлова. Чрезвычайное происшествие случилось в результате нападения бродячих собак. Дочь Стаса Михайлова жила недалеко от музыкальной школы, где она участвовала в репетиции. Потом она возвращалась домой из музыкального заведения. Примерно за 300 метров до дома и произошла трагедия. Спасти дочь Стаса Михайлова не удалось. Неадекватный житель города Москвы совершил акт вандализма на могиле известной певицы Жанны Фриске. 40-летний житель столицы не смог объяснить свой поступок, однако известно, что он проходит лечение в психоневрологическом диспансере. По словам мужчины, он давно влюблен в Жанну Фриске и до сих пор не может осознать, что она ушла из жизни. По факту происшествия проводится следственная проверка. В городе Амурске на артистов местного театра совершили нападение 2 медведя прямо во время театральной репетиции. Репетиция проходила в лесном массиве и была посвящена премьере исторического спектакля. В тот момент, когда артисты находились на импровизированной сцене, к ним подошли 2 медведя. К сожалению, один артист погиб, а второй пропал без вести. Тело другого артиста до сих пор не нашли. На данный момент ведется поиск хищников. Известная советская и российская актриса, член комитета Светлана Немоляева, полностью потеряла зрение на правый глаз. Не помогла даже срочная операция. Однако, несмотря на трагическое событие, 86-летняя актриса продолжает театральную деятельность и остается членом комитета. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.